Как сделать тайник в доме? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Говорить о целесообразности тайника в доме сложно, поскольку практически все перешли на пластиковые карточки и безналичные расчеты. Данная финансовая система весьма удобна для государства, ведь она позволяет следить за всеми расходами и доходами граждан. А вот сами граждане могут потерять все свои сбережения лишь от одного нажатия на кнопку, да или просто по компьютерному сбою. Поэтому я считаю, что деньги нужно всегда держать при себе. Охранная сигнализация, двери и окна со сложными замками намного усложняют жизнь домушников, но все же бывают случаи, когда нужно на какое-то время спрятать деньги, ценности или документы. Тогда и стоит задуматься, как правильно сделать в своем доме или квартире небольшой тайник. Где ценности хранить не стоит. Приняв решение на обустройство тайника в доме, следует принять во внимание несколько рекомендаций. Не храните все ценности в одном месте, проявите изобретательность и разделите их на небольшие группы. Сделайте тайник в тайнике. Если домушники найдут один, в нем они уж точно второй раз искать не станут. Избегайте очевидных мест, о которых всем давно известно. Цветочные горшки, крупы, памперсы, места под столешницей, морозилка или холодильник. Если хотите что-то спрятать надежно, положите это на видное место. Не забывайте, что домушники очень наблюдательны. Переполненный почтовый ящик, постоянно зашторенные окна сразу наводят на мысль, что хозяев нет дома. Попросите хороших знакомых обозначить видимость присутствия в вашем доме и вынимать корреспонденцию. Сейф в доме. Когда поднимается вопрос о сохранности ценностей в квартире или частном доме, в первую очередь многие думают о сейфе. Действительно, зачем что-то придумывать самостоятельно, когда готовое решение уже есть в продаже? Однако здесь не все так просто, риск в этом случае возрастает в несколько раз. Одно дело, когда сейф устанавливают в пол или стену, и совершенно другое, когда он просто стоит в шкафу или столе. Домушник даже время на его открытие тратить не будет, а просто вынесет его из квартиры, чтобы вскрыть в спокойной обстановке. Оптимальный вариант – надежно закрепить его, а еще лучше замаскировать за декором, например, за зеркалом, картиной или сделать за стенкой шкафа потайную нишу. Пустые полости в трубах. Еще одно неплохое место – пустые полости в трубах. Это и рейлинговая система на кухне, и труба для шторки в ванной комнате, и карниз, и даже ручка от швабры. Предварительно ценности нужно поместить в герметичный пакет. Чтобы деньги не оказались в середине трубы, можно поставить ограничитель в виде винной пробки. Тайники в нишах. Во время проведения ремонта и замены пола или даже при монтаже подиума можно предусмотреть в подполье небольшой отсек, в который поместятся как деньги, так и документы. Они также должны быть герметично упакованы на случай, если во время уборки на них прольется вода. Следует предусмотреть удобный вариант открытия крышки тайника, например, при помощи нажатия. Чтобы домушники не сразу определили хранилище, сверху желательно установить кровать или иную тяжелую мебель. Совет. Неплохая и свежая идея – устроить небольшой тайник на потолке. Это можно сделать во время ремонта с помощью гипсокартона. Тайники часто делают в стенах, маскируя их, например, кафелем. Это может сработать только с неопытными домушниками. Сегодня воры имеют современную технику. Любой тепловизор покажет наличие пустот внутри. Отделка с хитростью. В последнее время многие зашивают стены и потолок декоративными панелями. Логично сделать за таким элементом небольшое хранилище, в которое можно поместить не только деньги, но и документы. Потайные ящики. Еще один вариант домашнего тайника – маскировка за фасадами, например, в цокольном пространстве мебели. Декоративные панели под нижними кухонными шкафчиками и гарнитурами спальни или гостиной можно переоборудовать под ящики для хранения ценностей. Двойное дно. Неплохое решение двойное дно в любом ящике. Для работы понадобится фанера и пила. Здесь главное, чтобы визуально тайник был небольшой высоты, иначе несоответствие сразу будет бросаться в глаза. Потайное хранилище в стуле. А здесь наоборот, можно использовать уже имеющийся отсек между сиденьем и дном. Достаточно аккуратно демонтировать верхнюю часть и сделать внутри большое хранилище для документов или ценностей. Привет от Ильфа и Петрова и их 12 стульев. Электрические хитрости. Одной из отличных идей – оборудование небольшого тайника в розетке.
Для этого необходимо предварительно отключить электроэнергию, демонтировать внутренности и обесточить провода. Еще один вариант – сделать фальш-розетку еще на стадии ремонта. Главное потом не забыть, какая настоящая, а какая всего лишь имитация. Хорошая идея – закрыть фальшивую защитными накладками от детей. Сегодня производители выпускают сейфы с фасадной панелью в виде розетки. Это неплохое решение для тайника, но их лучше устанавливать во время ремонта. Тайники в столешницах. Еще один вариант хранения ценностей – столешница рабочего стола или подоконник. Для этого придется посвятить в свои планы окончиков или мебельщиков. Важно, чтобы информация о ваших секретах осталась между вами. Можно просто использовать пустоты в пластиковом подоконнике. Для того, чтобы домушники не сразу смогли их открыть, необходимо прочно закрепить боковую защиту. Тайники в компьютерной технике. О тайниках в системном блоках знают все домушники. Их можно использовать только для хранения нескольких купюр. Неплохая идея очистить от содержимого старую клавиатуру или неработающие динамики. Это может сработать, если в ящиках хватает компьютерного хлама, мало ли по каким причинам вы все это храните. Дверное полотно. Если нужно спрятать флешку с важной информацией или несколько купюр, можно высверлить отверстие в торце дверного полотна и замаскировать его декоративной накладкой или саморезом. Чтобы удобнее было пользоваться, ценности лучше поместить в тубус из металла, а доставать его с помощью магнита. Тайник в боковой стенке тумбочки. Сделать тайник можно не только в тумбочке, но и в рабочем столе и в комоде. Главное выполнить все аккуратно, чтобы боковая панель не отходила от каркаса и внешне не было заметно вмешательства извне. Профессиональные тайники. Одна из лучших разработок производителей – профессиональные тайники. Их устанавливают в мебели или нишах в стене. Работают они от специального ключа или пластиковой карточки, которую нужно приложить к определенному месту панели. Мы рассказали о местах хранения в доме разных документов и денежных средств. Помните, что все они известны домушникам, поэтому небольшие хранилища подойдут только в качестве временной меры. Наиболее действенным способом уберечь ценности является установка охранной сигнализации или профессионального сейфа. А как вы считаете, можно ли в домашних условиях организовать полноценное и безопасное место хранения ценностей? Ссылка на статью в описании. Автор статьи Екатерина Дорошенко. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.